Все в порядке, добро пожаловать обратно в мир веб-программирования на Python и JavaScript. А что касается нашей заключительной темы, то мы собираемся изучить масштабируемость и безопасность. До сих пор на занятиях мы занимались созданием веб-приложений. А еще мы создавали веб-приложения, которые работают на нашем собственном компьютере. Но если мы хотим взять эти веб-приложения и развернуть их по всему миру, чтобы люди по всему интернету могли начать ими пользоваться, тогда нам нужно разместить наши веб-приложения на каком-нибудь веб-сервере. У нас есть какое-то специальное аппаратное обеспечение, которое прослушивает веб-запросы и отвечает на них тем ответом, который мы хотели бы получить от нашего веб-приложения. И когда мы это делаем, возникает целый ряд интересных проблем, связанных с масштабируемостью и безопасностью. Так что сегодня мы рассмотрим эти проблемы, начиная с проблем, связанных с масштабируемостью, в чем эти проблемы заключаются и как мы могли бы их решить. Поэтому, когда мы развертываем наши веб-приложения, мы размещаем их на веб-сервере, который я здесь просто представляю с помощью этого прямоугольника. Но все, что представляет собой сервер, это какой-то выделенный компьютер, какое-то аппаратное обеспечение, которое прослушивает входящие запросы. Так что мы проведем эту линию, чтобы представить входящий веб-запрос от пользователя. Сервер принимает этот запрос и отвечает на него. Но в конечном счете наше веб-приложение будет обслуживать не только одного пользователя. Если оно станет популярным, у него может быть много пользователей, которые одновременно пытаются подключиться к этому серверу. А поскольку к этому серверу одновременно начинают подключаться несколько человек, именно здесь мы начинаем решать проблемы масштабируемости. Один компьютер или один сервер может обслуживать только такое количество пользователей в любой момент времени. И поэтому нам нужно заранее продумать, как мы будем решать эти проблемы, связанные с масштабированием. Но первый вопрос, который мы зададим еще до того, как перейдем к делу, заключается в том, где на самом деле находятся эти серверы. И в настоящее время существует два основных варианта того, где эти серверы могут существовать. Эти серверы могут находиться как в облаке, так и локально. А локальные серверы, как вы можете себе представить, работают в том случае, если компания запускает собственное веб-приложение. Локальные серверы — это серверы, которые находятся внутри стен компании. Компания владеет физическими серверами, расположенными, возможно, на нескольких серверных стойках внутри помещения. И поэтому у них есть очень прямой контроль над всеми серверами, что именно это за серверы, какое именно программное обеспечение на них запущено. Они могут пойти физически осмотреть серверы и отладить их, если это необходимо, чтобы убедиться, что любые проблемы устранены. Но все чаще мы начинаем вступать в мир, где облачные вычисления становятся все более популярными. В сфере облачных вычислений вместо выделенных локальных серверов у нас есть серверы, расположенные где-то в облаке, где компании, занимающиеся облачными вычислениями, такие как Amazon, Google или Microsoft, могут запускать свои собственные серверы. И мы просто используем те серверы, которые предоставляются этими третьими лицами, будь то Amazon, Google, Microsoft или кто-то еще. И здесь есть свои компромиссы. Благодаря облачным вычислениям у нас больше нет прямого контроля над самими машинами, потому что они не находятся на месте. Мы не можем физически манипулировать этими компьютерами. Но у нас есть то преимущество, что нам не нужно беспокоиться о работе с физическими объектами, которые находятся внутри помещения компании, на серверах которой мы хотели бы запускать код. Когда все это находится в облаке, все управление осуществляется извне какой-нибудь другой компании, и мы можем просто использовать те серверы, которые нам нужны. И мы увидим, что это дает и другие преимущества. Поскольку нам может понадобиться больше серверов, поскольку мы начинаем создавать более сложные веб-приложения, которым требуется больше пользователей. Эти компании, занимающиеся облачными вычислениями, могут позволить нам создавать веб-приложения, способные масштабироваться на нескольких разных серверах по мере того, как у нас будет все больше и больше пользователей. Но мы обсудим эти масштабные вопросы по мере того, как до них дойдем. Вопрос, который нам нужно задать после того, как у нас появятся эти серверы, будь то локальные серверы или серверы, работающие где-то в облаке, заключается в следующем. Сколько пользователей сервер действительно может обслуживать в любой момент времени? И это будет происходить по-разному. Это будет зависеть от размера сервера и его вычислительной мощности. И все это будет зависеть от того, сколько времени потребуется на обработку запроса того или иного конкретного пользователя. Если запросы пользователей обходятся довольно дорого, это может означать, что в любой момент времени будет меньше пользователей, которых можно обслужить. И именно по этой причине полезным инструментом является проведение какого-то сравнительного анализа. Попытка проанализировать, сколько пользователей сервер действительно может обслуживать в любой конкретный момент времени. К тому же существует множество различных инструментов, которые позволяют нам проводить такого рода сравнительный анализ. Apache Bench, или иначе известный как IB, является популярным инструментом для выполнения подобных задач. Но бенчмаркинг будет полезен для того, чтобы мы знали, сколько пользователей может обслуживать один конкретный сервер. Может быть, он сможет обслуживать 50 пользователей. Может быть, он сможет обслуживать 100 пользователей. Может быть, в любой момент времени он сможет обслуживать и большее количество пользователей. Но в конечном счете это будет какой-то конечный предел. У каждого компьютера просто есть какой-то конечный объем ресурсов, и серверы не являются исключением. Скоро появится определенное количество пользователей, после чего сервер не сможет
может с этим справиться. Так что же нам делать в такой ситуации? Что нам делать, если наш сервер может обслуживать только 100 пользователей в любой момент времени, но 101 пользователь одновременно пытается использовать наши веб-приложения? Нужно что-то менять. Нам нужно решить проблему какого-то масштабирования, чтобы наше веб-приложение могло масштабироваться. Кроме того, существует несколько различных типов масштабирования, которые мы можем попробовать. Один из подходов заключается в том, чтобы использовать так называемое вертикальное масштабирование, которое, возможно, является самым простым способом масштабирования, который вы можете себе представить. Если этот сервер недостаточно хорош для обработки того количества пользователей, которое нам нужно, просто увеличьте объем обслуживания. При вертикальном масштабировании мы просто берем сервер и получаем сервер большего размера, более мощный сервер. Сервер, который может обслуживать большее количество пользователей в любой момент времени. Это обойдется дороже. Но если нам нужно, чтобы он обслуживал большее количество пользователей, мы можем просто приобрести сервер побольше, чтобы иметь возможность справиться с этой проблемой. Такой подход довольно прост. Он просто включает в себя замену одного сервера на другой, который может одновременно обслуживать большее количество пользователей. Но у него есть и свои недостатки. Существует определенный предел тому, насколько большим может быть сервер, сколько пользователей сможет обслуживать любой физический сервер. Потому что существует физическое ограничение на то, какой самый большой, быстрый и мощный сервер мы могли бы получить. Поэтому, когда вертикального масштабирования оказывается недостаточно, альтернативой, как вы можете себе представить, является так называемое горизонтальное масштабирование. Идея горизонтального масштабирования заключается в том, что когда одного сервера недостаточно для обслуживания всех пользователей, которые могут пытаться использовать веб-приложение одновременно хорошо. В таком случае мы можем использовать такой подход. Вместо того, чтобы просто использовать один сервер, давайте разделим его на два разных сервера. Теперь у нас есть два сервера, на обоих из которых запущено веб-приложение. И теперь нам фактически удалось удвоить число пользователей, с которыми может работать это веб-приложение. Вместо того, чтобы просто использовать один сервер, который может обслуживать 100 пользователей, если у нас их два, теперь мы можем обслуживать 200 пользователей в любой момент времени. Если вы представите, что 100 из них используют сервер А вот здесь и 100 из них используют сервер В вон там. Но тогда это приводит к некоторым другим вопросам, на которые мы должны ответить, а именно, как эти серверы получают своих пользователей в первую очередь. Когда пользователь запрашивает веб-страницу, как этот пользователь попадает на сервер A или на сервер B. Похоже, что ему нужен какой-то способ принять это решение, чтобы решить, следует ли двигаться в том или ином направлении. И именно по этой причине мы могли бы включить в эту картину еще один элемент аппаратного обеспечения. И этот дополнительный элемент аппаратного обеспечения – это то, что мы могли бы назвать балансировщиком нагрузки. А балансировщик нагрузки – это просто еще один элемент аппаратного обеспечения, который будет располагаться, так сказать, перед этими серверами. Другими словами, когда пользователь делает запрос на веб-страницу, вместо того, чтобы немедленно отправлять этот запрос на один из этих веб-серверов. Запрос сначала проходит через этот балансировщик нагрузки, где запрос сначала поступает в балансировщик нагрузки. А затем система балансировки нагрузки решает, следует ли отправлять этот запрос на сервер А или на сервер В. И этот процесс, скорее всего, обойдется дешевле, чем фактическая обработка и обработка этого запроса. Таким образом, система балансировки нагрузки фактически просто выполняет функции диспетчера. Она ожидает поступления этих запросов. И когда запросы действительно поступают, система балансировки нагрузки направляет эти запросы либо на один сервер, либо на другой. И вы можете себе представить ситуацию, в которой у нас есть нечто большее, чем просто два сервера. Может быть, у нас их много. А система балансировки нагрузки просто будет балансировать между всеми этими разными серверами. И этот процесс принятия решения о том, на какой сервер отправить запрос, называется балансировкой нагрузки, и именно этим в конечном счете и занимается система балансировки нагрузки. И для выполнения этой балансировки нагрузки вы можете использовать различные методы, которые вы можете использовать. Так что вы можете представить себе, что размышляете об этом интуитивно. Как бы система балансировки нагрузки решила, получив какой-то запрос, следует ли нам отправить запрос на этот маршрутизатор, на этот сервер. Или вместо этого мы должны отправить запрос на какой-то другой сервер. К тому же существует множество различных подходов, которые может использовать наш балансировщик нагрузки. И вот лишь некоторые из них. Случайный выбор может быть самым простым из вариантов. При появлении пользователя, который пытается отправить запрос на наш веб-сервер, балансировщик нагрузки сначала просматривает пользователя и просто случайным образом назначает его на один из различных серверов, которые могут обрабатывать этот запрос. Если существует 10 разных серверов, программа случайным образом выбирает один из этих 10 серверов, чтобы решить, какой из них будет обслуживать этот запрос. Преимущество этого метода в том, что он очень прост. Это всего лишь быстрый расчет. Компьютеры довольно легко могут генерировать случайные числа. И на основе этого случайного числа компьютер может отправить пользователя на один сервер или на другой сервер. Но это может оказаться не самым лучшим вариантом, потому что если нам повезет, у нас может оказаться гораздо больше пользователей на одном сервере, чем на другом. Иначе у нас могут оказаться совершенно неиспользуемые серверы, если так уж случится, что мы не выберем этот сервер случайным образом. Так вот, на практике, когда многие пользователи используют этот балансировщик нагрузки и все они отправляются, высока вероятность того, что в конечном итоге все они будут использованы. Но это может быть не совсем равномерное распределение. И поэтому по этой причине еще один подход, который вы могли бы использовать, это циклический подход, при котором вместо этого для самого первого пользователя назначьте этого пользователя на сервер
сервер номер 1. Что касается следующего пользователя, назначьте его на сервер номер 2. А может быть, если есть 5 серверов, вы скажете, что третий пользователь переходит на третий сервер, четвертый пользователь переходит на четвертый сервер, пятый пользователь переходит на пятый сервер, а затем шестой пользователь возвращается на сервер номер 1. Ты, по сути, меняешься местами с первого по пятый раз. А затем, как только ты назначишь кого-нибудь на каждый из серверов, ты возвращаешься к самому началу. Это также относительно простая вещь в реализации. Потому что вы можете просто вести подсчет где-нибудь в балансировщике нагрузки, спрашивая, на какой сервер я назначил пользователя последним. И в следующий раз, когда поступит запрос, назначьте его следующему серверу, а затем следующему серверу, эффективно применяя циклический подход, при котором вы просматриваете все серверы один раз, прежде чем снова просмотреть их. Так вот, это может показаться лучше, чем случайный выбор, в том смысле, что это позволит более справедливо решить, следует ли назначать какой-либо конкретный запрос какому-либо конкретному серверу. Но при этом он также страдает от определенных проблем. Циклический перебор может быть отличным решением, но если некоторые запросы занимают больше времени, чем другие, нам также может не повезти. И запросы, которые занимают больше времени, могут в конечном итоге отправляться на один из серверов, а не на другой сервер. Так что есть и другие подходы, к которым мы, возможно, захотим прибегнуть, например, к чему-то вроде наименьшего количества подключений. Когда подход заключается в том, чтобы сказать «продолжайте», и когда пользователь делает запрос. Система балансировки нагрузки должна выбрать, к какому из серверов в данный момент подключено наименьшее количество активных подключений от других пользователей и других запросов, которые в данный момент подключены к этим серверам. Выбрав сервер с наименьшим количеством подключений, вы, вероятно, сможете лучше сбалансировать все различные запросы, которые могут выполняться внутри вашего веб-приложения. И хотя это могло бы помочь лучше справиться с поставленной задачей, здесь тоже есть свои плюсы и минусы. Может оказаться более дорогостоящим, например, вычислить, какой из серверов имеет наименьшее количество подключений, тогда как гораздо проще просто сказать «выберите сервер наугад». Или использовать циклический подход в стиле просто 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, снова и снова и снова. Но все эти подходы наивно связаны с еще одной проблемой, которая связана с сессиями. Как вы помните, сеансы мы использовали всякий раз, когда хотели сохранить информацию о текущем взаимодействии пользователя с веб-приложением. Когда ты заходишь на веб-сайт, ты входишь в свою электронную почту или заходишь на Amazon, например, а затем возвращаешься на этот веб-сайт. Или заходишь на другую страницу на этом веб-сайте, делаешь еще один запрос, например. Это совсем не тот случай, когда тебе нужно еще раз войти в систему, чтобы веб-браузер полностью забыл, кто ты такой. Когда я возвращаюсь в свою учетную запись электронной почты, или когда я возвращаюсь на Amazon во второй раз, моя учетная запись электронной почты или Amazon запоминают меня с момента моего последнего посещения. У меня есть своего рода сеанс, в ходе которого отслеживается, кто вошел в систему, возможно, информация о том, что я делал на странице. И это позволяет мне продолжать взаимодействовать с веб-приложением, даже если я делаю несколько запросов. И вот это, как вы можете себе представить, может стать проблемой при таком типе балансировки нагрузки. Если у меня есть несколько разных серверов, представьте себе, что я попытаюсь войти на какой-нибудь веб-сайт. И когда я в первый раз делаю запрос, меня направляют на сервер номер 1. И вот теперь я вошел в систему на сервере номер 1. Но затем я делаю еще один запрос. Меня направляют обратно к системе балансировки нагрузки. И, возможно, на этот раз система балансировки нагрузки решит отправить меня на сервер номер 2. Но если сеанс хранится где-то на сервере номер 1, сервер номер 1 помнит, кто я и что я делаю, тогда сервер номер 2 не будет знать, кто я такой. И поэтому я не буду помнить о том, что я уже входил в это веб-приложение. И в результате мне может быть предложено войти в систему еще раз. А если я отправлю еще один запрос и окажусь на другом сервере, я могу снова выйти из системы, и мне придется войти в систему в третий раз. Таким образом, проблема возникает, когда у нас происходит балансировка нагрузки, но мы делаем это не с учетом сеанса. Наш балансировщик нагрузки не заботится о том, когда пользователь посещает страницу. А затем снова заходим на другую страницу того же веб-приложения, потому что мы хотим запомнить информацию о том, когда пользователь был здесь в предыдущий раз. Так как же мы можем решить эту проблему? Как же мы можем быть уверены, что при балансировке нагрузки на нескольких разных серверах мы делаем это с учетом сеансов? Ну что же, существует множество различных подходов к балансировке нагрузки с учетом сеансов. Один из подходов заключается в общей идее, известной как липкие сеансы, идея которой заключается в том, что когда я вернусь к балансировщику нагрузки, балансировщик нагрузки запомнит, на какой сервер я был отправлен в прошлый раз, и отправит меня туда еще раз. Так вот, например, если я один раз зайду на веб-сайт и попаду, например, на сервер номер 2, то при следующем посещении этого веб-приложения я буду перенаправлен на третий или четвертый сервер в зависимости от обстоятельств. При случайном выборе в соответствии с наименьшим количеством подключений или любым из этих других методов балансировки нагрузки, специалист по балансировке нагрузки должен помнить, что в прошлый раз, когда я заходил на этот сайт, меня направили на сервер номер 2. И вот на этот раз система балансировки нагрузки снова направит меня на сервер номер 2. Таким образом, сервер номер 2, который содержит информацию о моем
этом сеансе, снова увидит меня и вспомнит, кто я такой. И это не заставит меня снова войти на тот же самый веб-сайт во второй раз, например. Так что липкие сеансы – это один из способов решения этой проблемы. Но опять же, при всех этих подходах, и эта тема будет постоянно обсуждаться по мере того, как мы будем говорить о масштабируемости и безопасности, здесь есть свои компромиссы. Преимущество липких сессий заключается в том, что вполне возможно, что один из этих серверов в конечном итоге получит гораздо большую нагрузку, чем другой. Если на одном сервере окажется много пользователей, которые продолжают возвращаться на веб-сайт и запрашивать дополнительные страницы. Но ведь на других страницах, на других серверах могли быть пользователи, которые, например, решили не возвращаться сюда. Таким образом, существует разница в использовании, когда некоторые из наших серверов могут использоваться более интенсивно, чем другие серверы. И мы не очень хорошо справляемся с балансировкой между ними. И поэтому один из подходов заключается в том, чтобы хранить сеансы внутри базы данных, а не хранить информацию о сеансах внутри самого сервера. Чтобы, если меня направят на другой сервер, этот другой сервер не помнил, кто я такой, не помнил информацию о моем взаимодействии с этим веб-сайтом. Если вместо этого мы решим хранить сеансы внутри базы данных, и в частности внутри базы данных, доступ к которой имеют все серверы, ну что же, тогда не имеет значения, на какой из серверов меня направят, а на какой сервер балансировщик нагрузки решит меня отправить, потому что независимо от того, на какой сервер я в конечном итоге буду отправлен, информация о сеансе хранится в базе данных. И каждый из серверов может подключиться к базе данных, чтобы узнать, кто я такой, узнать, заходил ли я уже на сайт и, следовательно, способен ли он меня узнать. Так что это тоже может быть одним из подходов к решению проблемы. Еще один подход заключается в том, чтобы хранить сеансы на стороне клиента. Мы немного поговорили об идее файлов Коки, которые могут храниться там, где веб-браузер может установить файл Коки, чтобы ваш веб-браузер мог представить этот файл Коки при следующем запросе к тому же веб-приложению. А внутри этого файла Коки ты можешь хранить целую кучу информации, в том числе информацию о сеансе. Внутри файла Коки ты можешь хранить информацию о том, какой пользователь в данный момент вошел в систему, например, или другую информацию, связанную с сеансом. Но и здесь тоже есть свои недостатки. Если ты не будешь осторожен, кто-то может манипулировать этим печеньем и, возможно, притвориться кем-то другим. И поэтому по этой причине тебе может потребоваться выполнить какое-то шифрование или какой-то вход в систему, чтобы убедиться, что ты не сможешь поделать файл Коки и притвориться кем-то, кем ты не являешься. Но еще одна проблема заключается в том, что по мере того, как вы начинаете хранить все больше и больше информации внутри этих файлов Коки, эти файлы продолжают пересылаться между сервером и клиентом каждый раз, когда делается запрос. Это тоже может начать обходиться недешево, все больше и больше информации передается туда и обратно между клиентом и сервером. Так что существует множество возможных подходов, ни один подход не обязательно является правильным или наилучшим для использования в любых случаях. Но о чем следует помнить? О чем следует подумать, когда мы начнем решать эти проблемы масштаба? Чтобы убедиться, что у нас есть несколько серверов, доступных для использования в случае, если нам это действительно понадобится. Но при этом мы также следим за тем, чтобы при этом не нарушался пользовательский интерфейс. Мы не приводим к ситуации, когда пользователь входит в систему, но затем внезапно перестает входить в нее вообще. Таким образом, горизонтальное масштабирование дает нам такую возможность иметь несколько разных серверов, каждый из которых может обрабатывать запросы пользователей и отвечать на эти запросы. Но возникает вполне резонный вопрос: сколько же таких серверов нам нужно? А теперь мы можем воспользоваться сравнительным анализом, чтобы попытаться оценить этот показатель. Если у нас есть оценка того, сколько пользователей будет находиться на нашем веб-сайте в любой момент времени, мы можем провести сравнительный анализ и посмотреть, сколько пользователей может быть обработано одним сервером, и экстраполировать, основываясь на этой информации, чтобы сделать вывод, сколько серверов у нас есть. Возможно, нам понадобится наше веб-приложение, чтобы иметь возможность обслуживать всех этих разных пользователей. Но может случиться так, что в нашем веб-приложении не всегда будет одинаковое количество пользователей. Может быть, иногда пользователей будет гораздо больше, чем в другой раз. Ты можешь себе представить, например, что на веб-сайте новостной организации, например, в веб-приложении для газеты, когда появляются последние новости, какая-то важная история, будет намного больше людей, которые одновременно пытаются получить доступ к веб-сайту, чем в другое время. Так что один из подходов может заключаться в следующем: учитывайте максимум возможного. Каково наибольшее число пользователей, которые когда-либо пытались воспользоваться нашим веб-приложением в любой момент времени, и выберите количество серверов, исходя из этого максимума, чтобы независимо от того, насколько велико число пользователей, у нас было достаточно серверов, чтобы обслуживать всех этих пользователей. Но это, вероятно, не самый удачный экономичный выбор, если в подавляющем большинстве случаев пользователей будет гораздо меньше. В таком случае у вас будет много недоиспользуемых серверов, там, где вам не нужно так много серверов, но вы все равно платите за электричество, за поддержание их всех в рабочем состоянии, что тоже может быть не идеальным выбором. Так вот, одним из решений этой проблемы, довольно популярным, особенно в современном мире облачных вычислений, является идея автоматического масштабирования, при которой у вас может быть средство автоматического масштабирования, позволяющее сказать:
знаете что, давайте начнем, например, с 2 серверов. Но если на веб-сайт поступает достаточное количество трафика, если достаточное количество людей делают запросы на веб-сайт, возможно, сейчас самый пиковый период использования веб-сайта, продолжайте расширять его масштабы. Продолжай и добавь 3-сервер, на котором теперь наш балансировщик нагрузки может балансировать между всеми 3 этими серверами. И если в конечном итоге на веб-сайт будет приходить еще больше трафика, все больше пользователей будут пытаться использовать это приложение одновременно. Что же, тогда мы можем пойти дальше и добавить еще и 4-сервер. И мы можем продолжать в том же духе. Большинство автоскалеров позволит вам настроить, например, минимальное количество серверов и максимальное количество серверов. И в зависимости от того, сколько пользователей используют ваше веб-приложение в любой момент времени, автоскалер может увеличивать или уменьшать масштаб, добавляя новые серверы по мере того, как все больше пользователей заходит на веб-сайт, удаляя серверы по мере того, как все меньше пользователей используют веб-сайт. Таким образом, это может стать хорошим решением проблемы масштабирования, когда вам не придется беспокоиться о количестве имеющихся серверов. Система просто автоматически масштабируется сама по себе. Так вот, здесь тоже есть свои плюсы и минусы. Этот процесс автоматического масштабирования может занять некоторое время. И если множество пользователей заходит на ваш веб-сайт в одно и то же время, ну что же, потребуется некоторое время, чтобы добавить все эти дополнительные серверы для их запуска. И поэтому здесь тоже могут быть какие-то компромиссы, при которых вы не сможете обслуживать всех пользователей сразу. И еще одна проблема, над которой стоит задуматься, заключается в том, что по мере того, как вы добавляете все больше и больше таких серверов, вы создаете возможности для сбоев. Так вот, это все же лучше, чем иметь один сервер, на котором в случае сбоя этого единственного сервера все веб-приложение внезапно перестает работать вообще. Это то, что мы обычно называем единой точкой отказа, единственным местом, где в случае сбоя будет нарушена вся система. Одно из преимуществ наличия нескольких серверов заключается в том, что у нас больше нет ни одного сервера, который действовал бы как точка отказа. Если один из серверов выйдет из строя, то в идеале наш балансировщик нагрузки должен знать, основываясь на этой информации, следует ли больше не отправлять запрос на этот конкретный сервер, а вместо этого распределить нагрузку между оставшимися 3 серверами. А теперь у меня тоже возникает интересный вопрос, откуда балансировщик нагрузки знает, что этот сервер больше не отвечает на запросы? По какой-то причине у него возникает какая-то ошибка, из-за которой он не может должным образом обрабатывать запросы. Ну что же, сделать это можно несколькими способами. Но одним из наиболее распространенных является так называемое сердцебиение, при котором, по сути, время от времени каждые несколько секунд балансировщик нагрузки проверяет все серверы, просто отправляет быстрый запрос на все серверы. И предполагается, что все серверы должны отвечать на запросы в ответ. И используя эту информацию, система балансировки нагрузки немного знает о задержке работы каждого из серверов, сколько времени потребовалось серверу, чтобы ответить на запрос. Но кроме того, с его помощью можно получить информацию о том, правильно ли функционирует сервер или нет. Если один из серверов не отвечает на пинг, ну что же, тогда балансировщик нагрузки знает, что с сервером, вероятно, что-то не так. И нам, вероятно, вообще не следует направлять больше пользователей на этот сервер. Таким образом, мы можем решить проблему единой точки отказа, предоставив нам несколько серверов, на которых в случае сбоя какого-либо из серверов балансировщик нагрузки узнает об этом с помощью сердцебиения. А затем, основываясь на этой информации, мы можем начать перенаправлять трафик на другие серверы вместо этого. Так вот, одна вещь, которую ты мог бы заметить, заключается в том, что даже на этом рисунке балансировщик нагрузки выглядит как единая точка отказа, где если произойдет сбой при низком балансе, ну что же, теперь ничего не будет работать, потому что балансировщик нагрузки — это тот самый человек, который отвечает за направление трафика на все различные серверы. И поэтому, несмотря на то, что не существует ни одного сервера, который мог бы привести к сбою, этот балансировщик нагрузки также является единственной точкой отказа. И это определенно так. И ты мог бы представить себе, что вместо того, чтобы иметь несколько балансировщиков нагрузки, когда один балансировщик нагрузки выходит из строя, другой балансировщик нагрузки может вмешаться, действуя в качестве запасного пункта, где он забирает весь трафик, который изначально направлялся на первый балансировщик нагрузки. И если она когда-нибудь рухнет, на ее место уже готова прийти вторая. А еще она может выполнять такой же процесс сердцебиения, проверять работу первого балансировщика нагрузки. И если все пойдет хорошо, второму балансировщику нагрузки не придется ничего делать. Но если первый балансировщик нагрузки когда-нибудь выйдет из строя, что же? Тогда второй балансировщик нагрузки может вмешаться и начать обслуживать эти запросы, направляя их также на все эти отдельные серверы. Вот у нас тоже есть еще одна возможность поразмыслить о том, где находятся единичные точки отказа. И подумать о том, как мы могли бы устранить эти единичные точки отказа, чтобы обеспечить масштабируемость наших веб-приложений. Таким образом, в дальнейшем будут решаться вопросы о том, как мы могли бы расширить масштабирование этих серверов. Но в конечном счете сами серверы — это еще не вся история целиком. Внутри наших приложений мы в основном пишем веб-приложения, которые каким-то образом взаимодействуют с данными и обрабатывают их. Кроме того, существует множество различных баз данных, о которых мы уже говорили. По умолчанию для нас используется база данных SQLite, предоставляемая Django, которая просто хранит данные внутри файла. Но по мере того, как мы начинаем расширять наши приложения, если мы хотим начать их масштабировать, довольно популярно и довольно часто размещать базы данных полностью в отдельном месте.
Иметь отдельный сервер базы данных, работающий где-то в другом месте, где все серверы взаимодействуют с этой базой данных, независимо от того, используем ли мы вместо нее MySQL, Postgres или какую-либо другую систему баз данных. И после этого все серверы получают доступ к этой базе данных. И поэтому нам также необходимо принять во внимание некоторые соображения, касающиеся того, как именно мы будем масштабировать эти базы данных. На этом рисунке, например, вы можете представить себе балансировщик нагрузки, который взаимодействует с двумя серверами. Но оба этих сервера, например, должны взаимодействовать с этой базой данных. И точно так же, как любой сервер может обрабатывать только определенное количество запросов, определенное количество пользователей в любой момент времени. Базы данных тоже могут обрабатывать только определенное количество запросов, некоторое количество одновременных подключений в любой момент времени. И поэтому нам нужно начать задумываться над тем, как же нам масштабировать эти базы данных, чтобы иметь возможность обслуживать все большее и большее число пользователей. Так вот, один из подходов, первое, что мы могли бы попробовать сделать, это так называемое секционирование базы данных. То есть эффективное разделение того, что представляет собой большой набор данных, на несколько различных частей этого набора данных. А еще мы уже видели несколько примеров разбиения базы данных на разделы. Мы уже видели один пример, например, когда мы говорили о SQL, мы смотрели на таблицу рейсов, где у каждого рейса был указан город отправления. Код аэропорта города отправления, город назначения, пункт назначения. Назовите код аэропорта города и некоторое количество минут, продолжительность полета этого конкретного рейса. И мы решили, что хранить все эти данные в одной таблице, вероятно, было не самой лучшей идеей. И вместо этого мы хотели разделить эти данные на разделы, где вместо этого мы сказали: хорошо, давайте просто создадим одну таблицу, в которой будут указаны все аэропорты. Таким образом, каждый аэропорт получает свою собственную строку внутри этой таблицы аэропортов. А еще у нас была еще одна таблица, которая представляла собой просто таблицу рейсов, в которой вместо того, чтобы хранить все эти столбцы, просто сопоставлялись два аэропорта друг с другом. Для любого данного рейса у него есть идея происхождения, означающая, какой объект, какая строка в таблице аэропортов происхождения представлена рейсом, а затем какая строка в таблице аэропортов будет представлять пункт назначения для этого рейса. Поэтому мы взяли одну таблицу и эффективно разделили ее на несколько таблиц, в каждой из которых в конечном счете было меньше столбцов. И это может быть то, что мы называем вертикальным разделением базы данных, когда вместо того, чтобы просто иметь отдельные большие длинные таблицы, мы разбиваем их на несколько таблиц, в каждой из которых меньше столбцов, которые могут представлять данные более реляционным способом. И это тоже то, с чем мы уже сталкивались раньше. Но в дополнение к вертикальному секционированию мы также можем выполнить горизонтальное секционирование, идея которого заключается в том, что мы берем таблицу и просто разбиваем ее на несколько таблиц, в которых фактически хранятся одни и те же данные, но разбитые на разные наборы данных. Таким образом, данные одного и того же типа, но только в разных таблицах, там, где у нас изначально могла быть таблица рейсов. А вместо этого мы разделили ее на таблицу внутренних рейсов и таблицу международных рейсов. В каждой из этих таблиц по-прежнему есть одна и та же колонка. В них по-прежнему есть колонка назначения. В них по-прежнему есть колонка происхождения. Например, у них по-прежнему есть колонка продолжительности. Но мы только что взяли данные, которые раньше были в одной таблице, и разделили эти данные на две или более разных таблиц, одну для всех внутренних рейсов, одну для всех международных рейсов. И еще одно преимущество в этом заключается в том, что нам больше не нужно просматривать весь набор данных, если мы ищем, например, только один внутренний рейс. Если ты знаешь, что рейс, который ты ищешь, является внутренним рейсом, ну что же, тогда может быть более эффективным просто выполнить поиск в таблице внутренних рейсов и не утруждать себя поиском в таблице международных рейсов. И поэтому, если мы разумно подходим к тому, чтобы взять таблицу и разбить ее на несколько разных таблиц, результатом этого будет то, что мы часто сможем повысить эффективность наших поисковых запросов, эффективность наших операций, потому что мы имеем дело с несколькими таблицами меньшего размера, где эти операции могут выполняться быстрее. Однако один из недостатков заключается в том, что по мере того, как мы начинаем разбивать данные по нескольким разным таблицам, становится все дороже, если когда-нибудь нам понадобится объединить эти данные обратно и соединить все внутренние и международные рейсы, выполняя отдельные запросы по каждому из них. И поэтому в таком случае нам стоит подумать о том, чтобы попытаться разделить наши данные таким образом, чтобы в любой момент времени нам, как правило, приходилось иметь дело только с одной таблицей или другой. Таким образом, разделение нашей таблицы рейсов на внутренние и международные может быть разумным способом, потому что, возможно, в большинстве случаев наш аэропорт просто заботится о поиске внутренних рейсов, если мы знаем, что ищем один вид рейса, или же просто заботится о поиске международных рейсов, если там работают разные люди или разные компьютеры, которые будут обрабатывать каждый из этих различных типов систем. И поэтому разделение нашей базы данных на разделы иногда может помочь решить проблемы масштаба, ускоряя поиск в больших объемах данных и позволяя представлять данные немного более четко. Но мне все равно кажется, что это представляет собой единственную точку отказа, то что сейчас у нас есть несколько серверов, подключенных к одной и той же базе данных. И вот тут-то опять же и кроется одна единственная точка отказа. Если по какой-то причине база данных выйдет из строя,
Ну а теперь вдруг ни одно из наших веб-приложений не будет работать, потому что все эти серверы подключены к одной и той же базе данных. Именно по этой причине мы могли бы, точно так же, как мы пытались добавить больше серверов, чтобы решить проблему единой точки отказа наших серверов, мы могли бы также попробовать репликацию базы данных. Вместо того, чтобы просто иметь единую базу данных в нашем веб-приложении, чтобы защититься от потенциального сбоя, мы могли бы реплицировать нашу базу данных. Иметь несколько разных баз данных и, следовательно, снизить вероятность того, что наше приложение полностью выйдет из строя. А еще есть несколько подходов, которые мы можем использовать для репликации базы данных. Два из наиболее распространенных – это так называемая репликация с одним первичным источником и репликация с несколькими первичными источниками. А при репликации базы данных с одним первичным источником у нас есть несколько различных баз данных. Но одна из этих баз данных считается основной базой данных. Под первичной базой данных мы подразумеваем базу данных, в которую мы можем как считывать данные, то есть выбирать строки из таблицы, так и записывать данные. То есть вставлять строки, обновлять строки или удалять строки в любую из этих таблиц. Таким образом, при однократной первичной репликации у нас получается единая база данных, в которую мы можем как читать, так и записывать данные. А также у нас есть некоторое количество других баз данных, в данном случае две другие базы данных, из которых мы можем только считывать данные. Так что мы можем получать данные только из этих баз данных. Но мы не можем обновлять, вставлять или удалять данные из этих баз данных. И теперь нам нужен какой-то механизм для обеспечения синхронизации всех этих баз данных. И в конечном счете это означает, что при любом изменении базы данных, все базы данных получают соответствующую информацию. Так вот, единственная база данных, которая может измениться, это наша основная база данных. Это единственная база данных, в которую можно записать данные, единственная база данных, которая позволяет изменять данные. Остальные доступны только для чтения. Поэтому в любое время, когда эта основная база данных обновляется или каким-либо образом изменяется, она должна информировать об этом другие базы данных. Таким образом, она информирует об этом обновлении другие базы данных. Теперь все базы данных синхронизированы, и если вы попытаетесь выполнить запрос к любой из этих баз данных, чтобы выбрать и получить некоторую информацию, вы получите одинаковые результаты из всех этих различных баз данных. Так вот, подход, основанный на использовании одного первичного звена, имеет некоторые недостатки. Его недостаток заключается в том, что запись может быть произведена только в одну из этих баз данных. Так что если у вас много пользователей, которые пытаются записать данные в базу данных в одно и то же время, ну что же, здесь могут возникнуть некоторые проблемы, связанные с переносом данных в одну базу данных. Вся эта нагрузка ложится на плечи всех людей, которые, возможно, пытаются обновить и изменить эту базу данных. К тому же в ней присутствует несколько уменьшенная версия той же самой проблемы, связанной с единственной точкой отказа. Для считывания этих данных больше не существует ни одной точки отказа. Если ты захочешь считывать данные из этих данных, а одна из баз данных выйдет из строя, ты можешь считывать данные из любой другой базы данных, и они будут работать просто отлично. Но у нее есть тот недостаток, что если эта база данных выйдет из строя, если наша основная база данных выйдет из строя, ну что же, тогда мы больше не сможем записывать данные. Если мы захотим обновить данные внутри нашей базы данных, то эта единственная база данных больше не будет функционировать. И ни одна из других баз данных не позволит нам вносить новые изменения. Так что есть несколько подходов, которые мы можем использовать, чтобы попытаться решить эту проблему. Однако один из подходов заключается в том, чтобы вместо единой первичной базы данных, в которую мы можем читать и записывать, использовать подход с несколькими первичными базами данных. При использовании подхода с несколькими основными базами данных у нас есть несколько баз данных, в каждую из которых мы можем читать и записывать. Мы можем выбирать строки из всех баз данных, а также мы можем вставлять обновления и удалять строки во все эти базы данных. Но теперь процесс синхронизации становится немного сложнее. И вот здесь-то и заключается компромисс. Теперь мы повторили количество операций чтения и записи, которые мы можем выполнять, имея множество баз данных, в которые мы можем считывать и записывать данные. Но в любое время, когда какая-либо из этих баз данных меняется, каждая база данных должна информировать об этих обновлениях все остальные базы данных. И на это, безусловно, потребуется определенное количество времени. Это также вносит некоторую сложность в нашу систему, а также создает возможность возникновения конфликтов. Вы можете представить себе ситуации, когда, если два человека одновременно редактируют одни и те же данные, вы можете столкнуться с целым рядом различных типов конфликтов. Так что одним из типов конфликтов, например, может быть конфликт при обновлении. Если я попытаюсь отредактировать одну строку в одной базе данных, а кто-то другой попытается отредактировать ту же строку в другой базе данных, когда они синхронизируются друг с другом с помощью этого процесса обновления. Нашей системе баз данных потребуется какой-то способ решить, как она будет разрешать эти различные обновления. Еще один конфликт может оказаться конфликтом уникальности. На примере баз данных в SQL мы видели, что при разработке наших таблиц я могу указать, что это конкретное поле должно быть уникальным полем. Например, обычным полем является поле идентификатора, где каждая отдельная строка будет содержать свои собственные уникальные идеи. Ну а что произойдет, если два человека попытаются одновременно вставить данные в две разные базы данных? Каждому из них присваивается уникальный идентификатор, но это одна и та же идея для обеих баз данных, потому что ни одна из баз данных не знает, что другая база данных еще не добавила новую строку. Поэтому, когда они синхронизируются, мы можем столкнуться с конфликтом уникальности, когда две разные базы данных назначат один
один и тот же точный идентификатор нескольким разным записям. Так что нам нужен какой-то способ разрешить эти конфликты. А также существует множество других конфликтов, с которыми вы, возможно, попытаетесь справиться. Одним из примеров может служить, например, конфликт удаления, когда один человек пытается удалить строку, а другой пытается обновить эту строку. Ну и что же должно быть важнее всего? Не следует ли нам обновить эту строку? Не следует ли нам удалить эту строку? Нам нужен какой-то способ принимать эти решения, потому что существует некоторая задержка между моментом внесения изменений в базу данных и моментом, когда эта база данных может взаимодействовать с другой базой данных. Так что эти проблемы масштаба, эти проблемы синхронизации всегда будут возникать по мере того, как мы начинаем иметь дело с программами, которые взаимодействуют со все большим и большим количеством такого рода данных. И в результате нам необходимо разрабатывать все более и более сложные системы, способные решать эти проблемы, связанные с масштабированием. Так вот, в конечном счете, в идеале мы хотели бы сократить количество различных имеющихся у нас серверов баз данных. Каждый дополнительный сервер базы данных будет стоить нам времени. Это будет стоить нам ресурсов. Это стоит денег с точки зрения поддержания всех этих серверов в рабочем состоянии. И поэтому в идеале мы хотели бы, чтобы нам не приходилось обращаться к этой базе данных, если в этом нет необходимости. Так что вы можете представить себе, например, веб-сайт новостной организации, что-то вроде первой страницы газеты New York Times. Если ты зайдешь на домашнюю страницу веб-сайта New York Times, там будут показаны все заголовки за день с изображениями и информацией о том, о чем, например, каждая из историй. И ты мог бы себе представить, что они делают нечто подобное таким образом, что у них есть своего рода база данных, в которой хранятся все эти новостные статьи. И когда ты зайдешь на первую страницу New York Times, она выполнит своего рода запрос к базе данных, например, выберет все последние главные заголовки и отобразит всю эту информацию на HTML-странице, которую ты сможешь увидеть. И это, безусловно, сработало бы. Но если множество людей одновременно запрашивают первую страницу, то, вероятно, не имеет особого смысла, если веб-приложение каждый раз делает запрос к базе данных и получает информацию. Следите за последними статьями, а затем показывайте эту информацию всем пользователям, потому что статьи могут меняться не так уж часто. Если один человек делает запрос на 1 секунду, а другой человек делает тот же запрос на полсекунды позже, вероятно, будет бесполезно повторно запрашивать всю информацию. Используя базу данных, восстановите этот шаблон еще раз, потому что это дорогостоящий процесс запроса данных из базы данных и создания этого шаблона. В идеале нам хотелось бы каким-то образом решить эту проблему. И единственный способ, которым мы можем решить эту проблему, это использовать ту или иную форму кэширования. А кэширование относится к целому набору различных типов идей и инструментов, которые мы можем использовать в самых разных местах внутри нашей системы. Но в целом, когда мы говорим о кэшировании, мы говорим о хранении сохраненной версии некоторой информации таким образом, чтобы мы могли получить к ней более быстрый доступ. Чтобы нам не нужно было продолжать делать запросы к базе данных, например. Таким образом, существует целый ряд способов, которыми мы можем осуществить кэширование данных. Один из способов, которым мы можем выполнить кэширование, это кэширование на стороне клиента, идея которого заключается в том, чтобы ваш браузер, будь то Safari, Chrome или что-то еще, мог кэшировать данные, хранить информацию. Это делается для того, чтобы браузеру не нужно было повторно запрашивать одну и ту же информацию при следующем посещении страницы. Например, если вы запросите страницу и она загрузит изображение, например, на страницу, и вы перезагрузите страницу. Ну что же, ваш веб-браузер может попытаться снова запросить точно такое же изображение, а затем отобразить его вам. Но альтернативой может быть то, что ваш веб-браузер может просто сохранить копию изображения в кэше для локального хранения версии изображения, чтобы в следующий раз, когда пользователь отправит запрос на веб-сайт, пользователю не нужно было перезагружать это изображение целиком. И это может быть справедливо в отношении целых веб-страниц и веб-ресурсов. Если есть какая-то страница, которая меняется не очень часто, то веб-браузер просто сохраняет кэшированную сохраненную версию этой страницы. Тогда в следующий раз, когда пользователь зайдет в свой веб-браузер и попытается получить доступ к этой странице, вместо того, чтобы повторно запрашивать сервер и делать новый запрос, на который сервер должен ответить. Если в браузере эта страница кэширована, браузер может просто отобразить кэшированную, сохраненную версию страницы. Пейдж, избавь меня от необходимости вообще разговаривать с сервером. Так что это определенно может помочь снизить нагрузку на любой конкретный сервер. Если пользователи кэшируют информацию внутри веб-браузера, это ускоряет работу пользователя, потому что он может сразу увидеть информацию, а не делать запрос и ждать ответа. И это хорошо для сервера, потому что серверу не нужно обрабатывать такое большое количество запросов, если некоторые из этих запросов кэшируются. И поэтому один из подходов к тому, чтобы попытаться это сделать, заключается в добавлении этого параметра внутрь заголовков HTTP ответа. Когда ваш веб-сервер отвечает на некоторые запросы, веб-сервер может включить в ответ такую строку,
что-то вроде кэшей Control Max H86400, фактически указывая количество секунд, в течение которых вы должны кэшировать этот ресурс. Но если я попытаюсь зайти на эту страницу через 10 секунд, то это будет стоить меньше $86 400. Так что вместо того, чтобы перезагружать и повторно запрашивать всю страницу целиком, мы просто будем использовать ту версию страницы, которая находится в кэше внутри веб-браузера. Таким образом, у этого есть несколько преимуществ, о которых мы уже говорили, с точки зрения сокращения времени, необходимого для просмотра содержимого страницы, поскольку оно уже сохранено, и снижение нагрузки на любой конкретный сервер. Но у этого метода есть и свои недостатки. Если, например, ресурс изменится за этот промежуток времени, может быть, через 60 секунд страница изменится, если я попытаюсь загрузить страницу снова. Ну тогда, если загружается версия страницы в кэше, я могу увидеть устаревшую версию веб-страницы. Я вижу более старую версию веб-страницы, потому что так уж получилось, что в моем веб-браузере кэширован именно этот ресурс. То же самое можно сказать и о веб-странице. Особенно это касается других статических ресурсов, таких как C-файлы или файлы JavaScript. C-код веб-страницы, скорее всего, меняется не так уж часто. И поэтому в результате вполне естественно, что ваш веб-браузер, вместо того, чтобы запрашивать одни и те же C-файлы снова и снова, может просто сохранить копию этих C-файлов. Кэшировать их таким образом, чтобы он мог просто повторно использовать кэшированную версию. Но если бы веб-сайт обновил свой C-код, вы могли бы не увидеть последних изменений. Возможно, вы и сами испытали это на себе. Если вы работаете над своими собственными веб-приложениями, когда вы меняете свой C и обновляете страницу, вы не всегда можете увидеть отражение этих изменений, если ваш веб-браузер кэширует эти результаты. Таким образом, в большинстве веб-браузеров вы можете выполнить жесткое обновление, то есть проигнорировать все, что находится в кэше, а на самом деле пойти и сделать новый запрос, чтобы получить новые данные. Но в конечном счете, если ты этого не сделаешь, на тебя будет распространяться действие контроля кэша, при котором веб-браузер сообщит: если не истечет указанное количество секунд, мы будем повторно использовать существующую версию страницы. Таким образом, в качестве альтернативы этому подходу, а этот подход, безусловно, работает и пользуется большой популярностью, мы можем дополнить этот подход добавлением так называемого итог. Итог для ресурса, например, C-файл, изображение или файл JavaScript. Это просто некоторая уникальная последовательность символов, которые идентифицируют конкретную версию ресурса. Это позволяет идентифицировать конкретную версию файла C или файла JavaScript, например. И что это позволяет делать программе, например, веб-браузеру, так это то, что когда веб-браузер запрашивает ресурс, делает запрос на файл C или файл JavaScript, они получают его обратно. И они получают соответствующее значение итог, так что я знаю, что именно это значение связано с данной версией C-файла. И если веб-сервер когда-либо изменит этот C-файл, замените его новым обновленным C-файлом, соответствующий итог также изменится. Так почему же это может быть полезно? Ну, это означает, что если я пытаюсь решить, должен ли я загрузить новую версию ресурса или нет, должен ли я попытаться сделать еще один запрос, чтобы получить последнюю версию C, то сначала я могу просто спросить, каково значение итог, короткая последовательность, которая можно ли получить ответ очень быстро. Очень быстро мы можем просто ответить и сказать: знаешь что, если значение итог совпадает с тем, что я запомнил в прошлый раз, то мне не нужно приобретать совершенно новую версию этого ресурса. Так вот, это тоже довольно распространенное явление, когда веб-браузер говорит: «Эй, позволь мне запросить этот ресурс. Но у меня уже есть версия ресурса с этим конкретным тегом». Так что если этот итог по-прежнему является итог для самой последней версии конкретного ресурса, например, файла C или JavaScript, тогда веб-серверу не нужно отправлять новую версию этого файла. Просто откликнись и скажи, что та версия, которая у тебя есть, работает совершенно нормально. Но если появится новая версия, ну что же, тогда веб-сервер может ответить новым ресурсом, новым C-файлом, например, а также новым значением итог. Таким образом, эти два подхода могут работать согласованно друг с другом. Ты можешь сказать: продолжайте и кэшируйте это в течение некоторого количества секунд, чтобы в течение некоторого количества секунд вам никогда не пришлось запрашивать новую версию этого ресурса. Но даже если вы действительно запросите новую версию ресурса по истечении указанного количества секунд, если значение итог не обновилось, то нет необходимости повторно загружать совершенно новую версию конкретного файла. Ты можешь просто повторно использовать ту версию, которая уже была кэширована в браузере. Таким образом, кэширование в браузере может стать невероятно мощным инструментом для ускорения этих запросов, для снижения нагрузки на какой-либо конкретный сервер. Но клиентская сторона — это не единственное место, где мы можем начать использовать такого рода кэширование. У нас также есть возможность выполнять кэширование на стороне сервера. А в разделе «Кэширование на стороне сервера» мы собираемся ввести в нашу картину понятие кэша,
У нас есть несколько серверов, которые взаимодействуют с базой данных. Но эти серверы также могут взаимодействовать с кэшем, местом, где мы храним информацию, которую, возможно, захотим повторно использовать позже, вместо того, чтобы делать все эти пересчеты. И в Django, как оказалось, есть целая система кэширования. Целый набор функций, которые предлагает Django, которые позволяют нам использовать эту возможность для использования кэша для ускорения запросов. Так вот, существуют кэши для каждого вида, в которых вы можете указать кэш для конкретного вида, чтобы сказать это, а не прогонять весь этот код Python каждый раз, когда кто-то делает запрос к этому конкретному виду вместо этого. Просто закешируйте это представление так, чтобы в течение следующих 30 секунд или 30 минут, когда кто-то в следующий раз попытается зайти в то же самое представление, просто повторно используйте результаты последней загрузки этого представления. И это может сработать не только для одного просмотра. Это может сработать и для фрагментов внутри шаблона. Ваш шаблон может состоять из нескольких разных частей. На вашей веб-странице вы можете отобразить панель навигации, боковую панель и нижний колонн-титул, возможно, на основе информации о сегодняшнем дне, которая может измениться на следующий день. Но если вы ожидаете, что боковая панель вашей страницы не будет меняться очень часто в течение одной и той же минуты или в течение одного и того же часа, ну что же, тогда вы можете представить себе кэширование этой части шаблона, чтобы в следующий раз. Если Django попытается загрузить весь этот шаблон целиком, ему не нужно будет заново вычислять, как создать боковую панель для вашего веб-сайта. Он просто знает, что вместо этого мы можем использовать ту же версию боковой панели, что и в прошлый раз, когда мы загружали этот веб-сайт. И Django также предоставляет вам доступ к API кэша более низкого уровня, где для любой информации, которую вы, возможно, захотите кэшировать и хранить для последующего использования, вы можете сохранить эту информацию внутри API. Ты создаешь дорогостоящий запрос к базе данных, обработка которого занимает пару миллисекунд или пару секунд. Ты можешь сохранить эти результаты в кэше, чтобы облегчить доступ к тем же данным, если ты когда-нибудь попытаешься получить к ним доступ снова. Таким образом, кэширование позволяет нам решать эти проблемы масштаба за счет снижения нагрузки не только на наши серверы, но и на наши базы данных. Вместо того, чтобы обращаться к базе данных каждый раз, когда мы делаем новый запрос для конкретного веб-приложения, мы можем просто повторно использовать информацию, которая случайно оказалась в кэше, чтобы наши веб-приложения стали еще более масштабируемыми. Так вот, тогда мы и рассмотрели некоторые вопросы, касающиеся масштабируемости. И в следующий раз мы обратим наше внимание на безопасность, постараемся сделать так, чтобы по мере создания наших веб-приложений, развертывания наших веб-приложений и того, как все больше пользователей начинают ими пользоваться, мы хотели убедиться в их безопасности. Кроме того, во всех темах, которые мы рассматривали в ходе курса, необходимо учитывать целый ряд соображений безопасности. Мы рассмотрели целый ряд различных тем, и в каждой из них есть свои уязвимые места в системе безопасности. Есть идеи, о которых следует помнить, когда речь заходит о том, чтобы обеспечить безопасность наших приложений. И мы можем начать наш рассказ, собственно, с того, что поговорим о JIT и контроле версий. Суть JIT заключается в том, чтобы сделать так, чтобы мы могли отслеживать различные версии нашего кода. И еще одна вещь, которая идет рука об руку с JIT, это идея программного обеспечения с открытым исходным кодом. На таких веб-сайтах, как GitHub и другие сервисы, размещающие репозитории JIT, все чаще появляется много программного обеспечения с открытым исходным кодом, где любой желающий может увидеть исходный код приложения и внести свой вклад в него. И это здорово в том смысле, что позволяет многим людям сотрудничать и работать сообща, чтобы попытаться найти ошибки, которые могут существовать внутри веб-приложения. Но у нее есть и свои недостатки, заключающиеся в том, что если в приложении есть ошибка, то теперь кто-то, просматривающий исходный код нашей программы, может обнаружить эту ошибку. Или ты можешь себе это представить, поскольку JIT отслеживает различные версии нашего кода каждый раз, когда мы делаем коммит в нашем репозитории, ты должен быть очень осторожен, когда речь заходит о учетных данных или вещах, которые могут просочиться внутрь исходного кода. Как правило, вы никогда не захотите помещать пароли или какую-либо защищенную информацию внутрь репозитория JIT, потому что репозиторий JIT может быть передан другим людям и может быть открыт для просмотра любым желающим. И поэтому здесь также следует учитывать соображения безопасности, если вы совершите коммит и случайно внесете изменения в свой код, в котором вы раскрываете эти учетные данные. Вы можете удалить эти учетные данные. И зафиксируйте это еще раз, чтобы в последней версии вашей программы не было этих учетных данных. Но тот, у кого есть доступ к репозиторию JIT, имеет доступ не только к последней версии вашего кода, но и ко всем версиям вашего кода. И этот человек теоретически мог бы просмотреть историю репозитория и найти коммит, в котором были предоставлены учетные данные, а также просмотреть эти учетные данные. Так что, хотя JIT очень мощный инструмент, о нем также следует помнить. Любое внесенное вами изменение потенциально может быть сохранено внутри коммита и, следовательно, потенциально может быть доступно позже. И поэтому, если когда-либо учетные данные будут раскрыты внутри хранилища, вы должны убедиться, что уничтожили все эти предыдущие коммиты, а не просто сделали какой-то новый коммит по порядку. Нужно попытаться скрыть предыдущие учетные данные, которые могут быть раскрыты,
потому что их все равно можно получить, если кто-то просмотрит историю какого-либо конкретного хранилища. Таким образом, мы рассмотрели некоторые проблемы, которые могут возникнуть с JIT. В начале курса мы также говорили о HTML, о том, что именно мы можем использовать с HTML и как мы можем использовать этот язык для разработки структуры веб-сайта. Page для того, чтобы решить, где будут располагаться все абзацы, какие таблицы будут располагаться на странице. Мы говорили о ссылках и о том, как мы можем использовать теги привязки для связи одной страницы с другой страницей. Так вот, одной из проблем является такой тип атаки, известный как фишинговая атака с использованием HTML-кода. Фишинговая атака на самом деле сводится всего лишь к небольшому фрагменту HTML-кода, который выглядит примерно так. Очень легко написать, где у меня есть тег привязки, который перенаправит пользователя на один из URL-адресов. Но, похоже, это перенаправляет пользователя на URL-адрес 2. Так, какой же пример можно привести в качестве примера? Хорошо, так что давайте посмотрим. Я пойду вперед и откроюсь линк HTML. И в линк HTML, кроме того, у меня есть веб-сайт, который я написал и на котором, похоже, есть ссылка на Google. Но если я нажму на эту ссылку, то внезапно попаду, например, на веб-сайт этого курса. Так как же это произошло? Почему же это произошло? Похоже, что это ссылка на Google. Ну что же, если ты посмотришь на код, если я пойду дальше и открою линк HTML, мы увидим, что здесь у меня есть тег привязки, который на самом деле ссылается на веб-сайт курса, но выглядит как ссылка. Текст, который видит пользователь, выглядит так, будто он ссылается на Google. Так вот, это очень распространенный вектор атаки, особенно, например, в электронных письмах. Вы можете увидеть электронное письмо, в котором вам предлагается перейти по определенной ссылке. Но вместо этого эта ссылка приведет вас совершенно в другое место. И в результате кто-то может непреднамеренно поделиться учетными данными своего банковского счета или другой конфиденциальной информацией. И поэтому здесь тоже нужно помнить кое о чем, когда вы взаимодействуете с интернетом, возможно, не обязательно на своем собственном веб-сайте, но на других веб-сайтах, с которыми вы можете взаимодействовать, просто чтобы помнить о том, куда на самом деле ведут ссылки. И большинство веб-браузеров, если вы наведете курсор мыши на ссылку, покажут вам, куда эта ссылка на самом деле может вас направлять, потому что она может отличаться от текста конкретного тега привязки, на который вы ссылаетесь. Таким образом, в HTML есть множество различных уязвимостей, при которых, поскольку вы можете просто решить, какой вы хотите видеть структуру страницы, это оставляет открытой возможность того, что кто-то может это сделать. Я могу попытаться обманом заставить тебя думать, что ты перешел на страницу, на которой на самом деле ты не находишься. И эта проблема является более распространенной, потому что любой желающий может просмотреть HTML-код любой страницы. HTML-код возвращается обратно с сервера. И поэтому веб-браузер имеет доступ ко всему этому HTML-коду и может использовать его, например, для рендеринга страницы. А это оставляет открытыми и другие уязвимые места. Например, позволь мне пойти дальше и перейти к bankofamerica.com, это всего лишь веб-сайт Банка Америки. Вместо этого ты можешь зайти на любой другой веб-сайт. Если бы я захотел создать поддельную версию веб-сайта Bank of America, например, чтобы обмануть людей, заставив их думать, что они заходят на веб-сайт Bank of America, когда на самом деле они заходят на мой веб-сайт, ну тогда все, что я могу сделать, это просто зайти и просмотреть исходный код этой страницы. Я иду дальше и просматриваю исходный код страницы. А вот и весь HTML-код веб-сайта Bank of America. И ничто не мешает мне скопировать весь этот контент, перейти в HTML-файл и создать новый файл, который я просто назову Bank HTML. И я продолжу и вставлю содержимое этого HTML-файла, а затем защищу весь HTML-код Банка Америки. А теперь, если я открою Bank HTML, тот HTML-файл, который я сейчас написал, но на самом деле просто скопировал из Bank of America, я открываю его. А теперь вот здесь на моей странице есть веб-страница, которая выглядит как Bank of America. На ней используется весь HTML-код Bank of America. Но вместо этого это моя HTML-страница, а не, собственно, Bank of America. И поэтому вы можете представить себе объединение этих элементов для создания еще более опасного вектора атаки, где вместо ссылки на google.com позвольте мне попробовать сослаться на bankofamerica.com. Но на самом деле я собираюсь сослаться на это Bank HTML, это моя версия веб-сайта Bank of America. А теперь, если я открою линк HTML, вот здесь, по-видимому, находится ссылка, которая связывает меня с Банком Америки. Если я нажму на эту ссылку, то попаду на страницу, которая выглядит как веб-сайт Банка Америки. Но это не веб-сайт Банка Америки. Это мой Bank HTML-файл, который я уже написал. Так уж получилось, что он выглядит как веб-сайт Банка Америки, потому что я скопировал весь лежащий в его основе HTML-код. Таким образом, HTML обладает способностью описывать структуру нашей веб-страницы. Но в любое время, когда вы пишете этот HTML-код, полезно помнить о том факте, что любой желающий может скопировать ваш HTML-код и теоретически может выдать себя за вас. Это уязвимости в системе безопасности, которые стоит учитывать, когда мы начинаем разрабатывать веб-приложения и взаимодействовать с веб-приложениями. Так что в конечном счете мы использовали HTML в контексте разработки веб-приложений с использованием фреймворка Django. А как же тогда именно эти веб-фреймворки работали с точки зрения создания веб-серверов, которые прослушивают запросы и отвечают на эти запросы?
Ну, в конечном счете, большая часть интернета основана на идее взаимодействия клиента с сервером или в более общем плане любого компьютера, взаимодействующего с другим компьютером, используя HTTP и, в частности, HTTPS, более безопасную версию протокола HTTP. И вот ты представляешь себе, что на самом деле суть этих протоколов заключается в том, как информация передается от одного человека к другому и что мы храним вместе с этой информацией. У нас есть один компьютер, который пытается установить связь с каким-то другим компьютером. И для того, чтобы сделать это, информация, как правило, должна проходить через эти маршрутизаторы. Вы можете представить себе, как информация передается туда и обратно между одним компьютером и другим компьютером, проходя по пути через эти промежуточные маршрутизаторы. И в результате следует быть осторожным в одном вопросе. Откуда ты знаешь, что эта информация, которая передается туда и обратно надежно? В идеале, когда я отправляю сообщение на другой компьютер, я отправляю электронное письмо кому-то другому, я отправляю сообщение, я делаю запрос на веб-сайт, который может содержать конфиденциальную информацию, такую как мой банковский счет, например. Я не хочу, чтобы любой перехватывающий маршрутизатор, который принимает мой запрос и передает его, мог просмотреть этот запрос и увидеть содержимое моего электронного письма или содержание пароля, который я отправляю через интернет или нет. В идеале я бы хотел, чтобы эта информация была зашифрована в зашифрованном виде. И вот здесь мы немного поговорим о криптографии. Об этом процессе, когда я пытаюсь убедиться, что я могу общаться с каким-то другим человеком без того, чтобы какой-нибудь подслушивающий посредине мог перехватить это сообщение. Очевидно, что если я просто возьму текстовую версию сообщения, которое я пытаюсь отправить, и просто буквально возьму текст сообщения, которое я пытаюсь отправить, и эффективно передам его через интернет, ну тогда любой, кто сможет увидеть это сообщение, будет знать, что это за текст сообщения. Это послание таково. И поэтому я хочу использовать какой-то вид шифрования, какой-то способ шифрования этого сообщения таким образом, чтобы кто-то на этом пути не смог его расшифровать. Если маршрутизатор посередине или кто-то посередине сможет перехватить это сообщение. Итак, первый подход, который мы рассмотрим, это так называемая криптография с секретным ключом. В криптографии с секретным ключом у меня есть не просто открытый текст, но и некий ключ, некая секретная часть информации, которая может быть использована для шифрования или дешифрования информации. И поэтому я буду использовать как ключ, так и открытый текст для создания так называемого зашифрованного текста, зашифрованной версии сообщения, которое я пытаюсь отправить. И затем, вместо того, чтобы отправлять открытый текст через интернет другому человеку, я мог бы просто отправить зашифрованный текст через интернет другому человеку, чтобы я не отправлял простую версию сообщения через интернет. Таким образом, зашифрованный текст передается по всей сети. И другому человеку тоже понадобится ключ. Так вот, если у другого человека есть зашифрованный текст и ключ, то, используя эту информацию, другой человек может использовать ключ для расшифровки зашифрованного текста и получения исходного открытого текста. А этот ключ — это то, что мы могли бы назвать ключом шифрования и дешифрования с симметричным ключом. Ты используешь этот ключ для того, чтобы шифровать сообщение. И ты используешь тот же самый ключ для того, чтобы выполнить процесс дешифрования. И до тех пор, пока и я, и человек, с которым я общаюсь, будем иметь доступ к этому ключу, мы сможем шифровать и расшифровывать сообщения. И тот, у кого есть только зашифрованный текст, но нет ключа, скорее всего, не сможет понять, что это было за исходное сообщение. Но здесь возникает одна проблема, особенно в контексте интернета. Она заключается в том, что и я, и другой человек должны иметь доступ к этому ключу. Этот ключ — это то, что я использую для шифрования и дешифрования данных. И я не могу просто отправить ключ через интернет другому человеку, потому что если я это сделаю, ну тогда кто-то посередине, кто перехватывает все мои запросы, может перехватить и зашифрованный текст, и ключ. И, следовательно, они смогут расшифровать это сообщение, потому что у них есть как зашифрованный текст, так и ключ. Так вот, если бы я мог лично обратиться к другому человеку и тайно обменять этот секретный ключ, что же, тогда эта схема могла бы сработать, потому что ключ есть у нас обоих. К тому же я не делился этим ключом публично ни с кем, кто мог бы перехватить это сообщение. Ключ был только у меня и еще у одного человека. Но в целом, общаясь в интернете, вы не обязательно общаетесь с серверами, с которыми общались раньше. Возможно, я пытаюсь сделать запрос на новый веб-сайт, и нам каким-то образом все еще нужно согласовать систему, в которой я мог бы шифровать сообщения, но вместо этого расшифровать эти сообщения сможет только другой человек на другой стороне. Так что этот вид криптографии, вероятно, не очень подходит для того, чтобы изначально попытаться создать безопасное соединение в интернете. И по этой причине основным достижением в области криптографии, позволяющим работать в интернете, является понятие криптографии с открытым ключом. В криптографии с секретным ключом очень важно, чтобы ключ был секретным, потому что, если бы этот ключ был известен всем,
ну тогда любой смог бы расшифровать сообщение. В криптографии с открытым ключом мы можем создать безопасную систему шифрования, в которой ключ может быть открытым или один из ключей, как мы скоро увидим. Идея заключается в том, что мы используем два ключа вместо одного. У нас есть как открытый ключ, так и так называемый закрытый ключ. Закрытый ключ — это то, чем вы не должны делиться с другими людьми, чтобы сохранить схему шифрования в безопасности. Но открытый ключ — это тот ключ, которым можно поделиться с другими людьми. И разница между ними заключается в том, что открытый ключ будет использоваться для шифрования информации, а закрытый ключ будет использоваться для расшифровки информации, которая была зашифрована открытым ключом. К тому же открытый ключ и закрытый ключ математически взаимосвязаны. И есть несколько способов, которыми мы могли бы себе это представить. Но сейчас идея заключается в том, что если я захочу пообщаться с другим человеком, этот человек пришлет мне свой открытый ключ. И это нормально, что открытый ключ может перемещаться по интернету. Любой желающий может ознакомиться с открытым ключом, потому что открытый ключ используется только для шифрования этих данных. Так что затем я могу взять открытый текст и открытый ключ и использовать их для создания зашифрованного текста, зашифрованной версии сообщения, которое я пытаюсь отправить через интернет. А затем я отправляю зашифрованный текст другому человеку, с которым пытаюсь установить связь. А теперь другой человек, используя зашифрованный текст, затем использует закрытый ключ, которым они не делились, и закрытый ключ, который позволяет расшифровать информацию, зашифрованную с помощью открытого ключа. Таким образом, используя комбинацию зашифрованного текста и секретного ключа, человек, с которым я общаюсь, может расшифровать эту информацию и получить обратно то, каким бы ни был исходный открытый текст этой информации. Таким образом мы можем осуществлять большую часть этого общения в интернете. Используя эту пару открытых и закрытых ключей, мы можем сказать, что используем открытый ключ для шифрования, а закрытый ключ для дешифрования. А теперь два компьютера, которые никогда раньше не взаимодействовали друг с другом, не имея возможности встретиться, обменяться какой-то секретной информацией, могут использовать подобную технику для безопасного общения друг с другом. Нужно посылать сообщения туда и обратно так, чтобы никто посередине не смог перехватить его и определить, о чем идет речь. И как только у тебя появится эта способность тайно общаться с другим человеком, ну что же, тогда ты можешь представить себе, как договариваешься о каком-то секретном ключе, а затем используешь шифрование с секретным ключом, чтобы иметь возможность шифровать и расшифровывать сообщения. Именно такого подхода ты и можешь придерживаться, когда пытаешься общаться с другими людьми через интернет. Но эта идея шифрования — это то, что позволяет с защищенной версией протокола HTTP действительно работать, что когда вы общаетесь с веб-сайтом вашего банка, например, что кто-то на этом пути не сможет перехватить эту информацию и определить, о чем именно вы общаетесь, и вместо этого у него будет только зашифрованная версия информации и открытый ключ, с помощью которого он может зашифровать информацию, но не закрытый ключ, который в конечном итоге может быть использован для расшифровки, а также информация. Именно таким образом мы могли бы обеспечить такого рода безопасную коммуникацию в интернете и обеспечить безопасность наших веб-приложений. Но в дополнение к тому, что наши веб-приложения просто прослушивали запросы и затем предоставляли какой-то ответ, наши веб-приложения также обрабатывали данные. Мы внедрили идею таблиц данных SQL, в которых у нас были таблицы данных со строками и столбцами, представляющими информацию. А также в ходе этого курса мы создали веб-приложения, в которых у нас были приложения, в которых были пользователи. Пользователи, например, входят в систему с помощью имени пользователя и пароля. И как же мы можем представить эту информацию о пользователях и их паролях? Ну что же, одним из способов было бы просто хранить ее внутри такой таблицы, как эта. Вот вам таблица пользователей. У каждого пользователя есть свой идентификатор. У них есть имя пользователя и пароль. Но, как оказалось, это невероятно небезопасный способ хранения паролей. Хранить пароли в виде того, что можно было бы назвать открытым текстом. Просто в буквальном смысле слова хранить пароли внутри базы данных. И мы никогда не должны делать этого на практике из-за связанных с этим уязвимостей в системе безопасности. Если бы когда-нибудь кто-то несанкционированно получил доступ к этой базе данных, он смог бы увидеть все пароли всех пользователей. Так что если бы эта база данных когда-нибудь просочилась по какой-либо причине, внезапно все эти пароли стали бы известны. И такого рода вещи действительно случаются. Если компании не будут внимательно относиться к тому, как они представляют имена пользователей и пароли внутри своих баз данных, и если когда-нибудь произойдет какая-то утечка базы данных, внезапно целая куча паролей потенциально может быть скомпрометирована. И именно по этой причине рекомендуемый подход, вместо того, чтобы хранить фактический пароль, заключается в хранении хэшированной версии того же пароля с использованием хэш-функции, где хэш-функция в данном контексте представляет собой некоторую функцию, которая мы вводим пароль и выводим некоторый хэш-код, в данном случае некоторую последовательность символов и цифр, который представляет собой именно этот конкретный пароль, хэшированную версию пароля. Но самое важное в этой хэш-функции то, что это односторонняя хэш-функция.
Начиная с пароля, ты можешь перейти к последовательности букв и цифр. Но очень и очень трудно пойти другим путем и использовать эту информацию для того, чтобы выяснить, каким на самом деле был первоначальный пароль. Таким образом, это означает, что компании на самом деле не будут знать пароль какого-либо конкретного пользователя, когда пользователь попытается войти в систему. Все, что мы сделаем, это возьмем у него пароль, с помощью которого он пытается войти в систему. Мы проведем его хэширование и сравним этот хэш с тем хэшем, который мы сохранили в базе данных. Если хэши совпадут, это означает, что пользователь, скорее всего, правильно ввел свой пароль, и, следовательно, мы можем войти в систему. А в остальном это признак того, что пользователь неправильно ввел свой пароль. Так вот в чем причина того, что компании, если они следуют этим рекомендациям, обычно не могут сообщить вам, какой у вас на самом деле пароль, если вы забудете свой пароль. Если вы забудете свой пароль, компания позволит вам сбросить его. Они могут обновить данные, содержащиеся внутри таблицы. Но компания не сможет сообщить вам, каков ваш пароль на самом деле, потому что компания не знает вашего пароля. Компания знает только некоторую хэшированную версию пароля, некий результат передачи этого пароля через хэш-функцию. И в результате они могут узнать, успешно ли вы вошли в систему с правильными учетными данными или нет, даже не зная, каков ваш пароль на самом деле. Так вот, это еще одна область, в которой вы можете себе представить, что если вы не будете осторожны с тем, как вы храните эти данные. Это может быть уязвимостью безопасности внутри вашей программы, где в случае утечки этих данных пароли внезапно станут известны. Существуют и другие, более тонкие способы потенциальной утечки информации из веб-приложений, с помощью которых вам, как веб-разработчику, необходимо решить, устраивает вас это или нет. Представьте себе, например, веб-сайт, на котором у вас есть место, где вы можете сказать, что если вы забыли свой пароль, вас могут отправить туда, где вы можете сбросить свой пароль, например. Ты мог бы себе представить, что если ты ведешь свой адрес электронной почты и нажмешь кнопку «Сбросить пароль», то получишь сообщение типа «Все в порядке». Электронное письмо со сброшенным паролем отправлено. Но вы можете представить себе, что набираете адрес электронной почты и получаете что-то вроде «Ошибка», пользователя с этим адресом электронной почты нет. И здесь опять же кроется потенциальная уязвимость в системе безопасности с точки зрения утечки информации. На этой странице, которая, кажется, просто отправляет вам электронное письмо, если вы забыли свой пароль. Теперь происходит утечка информации о том, у каких пользователей были учетные записи на вашем веб-сайте, а у каких нет, потому что все, что кому-то нужно сделать. Для того, чтобы узнать, есть ли у пользователя учетная запись на веб-сайте или нет, достаточно ввести адрес электронной почты и выяснить, приводит ли это к ошибке или нет. И может быть в этом нет ничего особенного, если ты не заботишься о том, чтобы это было надежно защищено. Но если это веб-сайт, на котором вы действительно заботитесь о том, чтобы если у кого-то есть учетная запись или нет учетной записи, эта информация оставалась конфиденциальной и безопасной только для пользователя. Если только он не захочет поделиться ею, ну тогда этот тип. Конечно же, такой тип интерфейса с базой данных потенциально может привести к утечке такого рода информации. А утечка информации может происходить самыми разными способами. Вы даже можете допустить утечку информации, основываясь только на времени, которое требуется базе данных для того, чтобы она смогла ответить на конкретный запрос. Ты можешь себе представить, что если ты отправишь запрос о пользователя, а ответ займет больше времени, это может рассказать тебе кое-что о количестве запросов в базе данных, которые необходимо выполнить, или об объеме информации, хранящейся об этом пользователе, в отличие от того, если запрос занимает меньше времени. Таким образом, даже такое количество миллисекунд, которое требуется веб-серверу для ответа на запрос, может привести к раскрытию или утечке информации о данных, хранящихся внутри базы данных. И у нас есть примеры исследователей, которые действительно пытаются понять, какую информацию они могут получить, просто просматривая такого рода информацию. Не похоже, чтобы это привело к утечке информации, но на самом деле это также может привести к раскрытию информации. Так вот, еще одна проблема при работе с SQL и базами данных, о которой мы говорили, связана с контекстом внедрения SQL. Этой угрозы, при которой, если вы не будете осторожны с тем, как вы запускаете свой SQL-код, вы можете непреднамеренно выполнить код, который вы не собирались выполнять. В таких ситуациях, как здесь, мы находимся в поле для ввода имени пользователя и пароля. Мы уже видели этот пример раньше, когда если пользователь пытается войти в систему, вы можете представить, что выполняется запрос, подобный этому, выбирающий из таблицы пользователя, где имя пользователя равно тому, что было введено в качестве имени пользователя, а пароль равен тому, что было введено в качестве пароля. И мы увидели, что для обычного пользователя, человека, который вводит Гарри 1, 2, 3, 4, 5 в качестве имени пользователя и пароля, этот тип запроса работает просто отлично. Но если хакер попытается войти на веб-сайт и, возможно, заключит его в двойные кавычки и два дефиса, например, где два дефиса означают комментарии в SQL, и мы должны были буквально подставить эти значения в наши SQL-запросы. В таком случае вы можете в конечном итоге заменить хакерский дефис дефисом дефис-дефисом, создав комментарий, который игнорирует остальную часть этого запроса, фактически игнорируя любой вид проверки пароля, который мы могли бы использовать в нашем веб-приложении. Так вот, это тоже еще одна уязвимость, которая возникает всякий раз, когда мы имеем дело с выполнением SQL-кода внутри базы данных. И для того, чтобы справиться с этим, мы хотим убедиться, что мы избегаем любого из этих потенциально опасных символов, которые могут появиться внутри наших SQL-запросов. И модели Django делают это за нас.
когда мы выполняем такого рода запросы с помощью Django, например, Objects Filter, чтобы иметь возможность отфильтровывать только определенные версии конкретной модели, он позаботится о том, чтобы убедиться, что он не подвержен такого рода атакам SQL-инъекций. Но если вы когда-нибудь будете писать веб-приложение, непосредственно выполняющее секретный код, как вы могли бы себе представить, вам действительно нужно быть осторожным и следить за тем, чтобы приложение не стало уязвимым и для подобных угроз. Так вот, в чем заключаются потенциальные угрозы, которые возникают тогда, когда мы просто говорим о том, что происходит на сервере. Но мы также можем подумать о том, что может произойти, когда мы взаимодействуем с другими серверами, например, когда мы взаимодействуем с API-интерфейсами. Итак, мы поговорили о JavaScript и использовании JavaScript для выполнения дополнительных запросов к API-интерфейсам или другим сервисам, которые могут возвращаться обратно с определенными типами информации. А что касается API-интерфейсов, то существует целый ряд методов, которые мы можем использовать в API-интерфейсах, чтобы сделать их более масштабируемыми и безопасными. Одним из них является понятие ограничения скорости, при котором мы можем захотеть убедиться, что ни один пользователь не сможет сделать более определенного количества запросов к API за любой конкретный промежуток времени. Это делается в ответ на угрозу безопасности, связанную с масштабируемостью системы, которая известна как DOS-атака или атака типа отказ в обслуживании, когда эффективно просто сделать целую кучу запросов к одному серверу. Снова и снова ты потенциально можешь отключить эту систему, потому что ты делаешь так много запросов, что она не в состоянии обрабатывать такое количество запросов одновременно. И именно по этой причине, поскольку сделать запрос в API так просто, вы можете сделать это, например, с помощью всего одной строки Python или JavaScript. API часто устанавливают какую-то скорость передачи данных. Ограничьте количество запросов, которые вы можете сделать, чтобы не перегружать сервер или базу данных, к которой необходимо обратиться, чтобы ответить на эти запросы. И поэтому такого рода ограничения тоже могут сработать. API-интерфейсы также могут захотеть добавить своего рода проверку подлинности маршрута. Возможно, вы не захотите, чтобы все пользователи получали доступ к одним и тем же данным через API. Может быть, существует какая-то модель разрешений, при которой только определенные пользователи могут получить доступ к определенным фрагментам данных из API. Так что вы можете себе представить, что пользователю, например, необходим ключ API. Фактически пароль, который ему нужно передавать в любое время, когда он делает запрос API к вашему API, и который позволяет вам затем просмотреть этот ключ и убедиться, что он тот, за кого себя выдает. Так вот, вместе с этими ключами API появляются и другие потенциальные уязвимости в системе безопасности, о которых следует помнить. Во-первых, точно так же, как вы никогда не должны помещать пароли внутрь своего исходного кода, например, внутри вашего репозитория JIT. Вы также, как правило, не должны помещать свои ключи API, а также внутри ваших веб-приложений, внутри исходного кода этих веб-приложений, потому что тогда любой, у кого есть доступ к исходному коду веб-приложения, сможет увидеть, каков ваш ключ API, а затем использовать ключ API, чтобы притвориться вами и, следовательно, получить доступ к потенциальному API-маршруту, к которым они не должны иметь доступа. Одним из распространенных решений этой проблемы является использование так называемых переменных окружения, когда, по сути, вы в своей программе говорите, что ваш ключ API не будет представлять собой какую-то заранее определенную строку, содержащуюся в тексте вашей программы, но вместо этого он будет черпаться из той среды, в которой выполняется программа. А затем на сервере, когда вы запускаете веб-приложение, вы сначала убедитесь, что на сервере все эти переменные среды установлены правильно, чтобы ключ API не был фактически в исходном коде. Код программы ключ API просто находится в среде на сервере, на котором запущено веб-приложение. И сервер может просто извлечь эту информацию из окружающей среды, чтобы он знал, каким должен быть ключ API, без того, чтобы ключ API фактически находился внутри самого исходного кода веб-приложения. И поэтому, когда мы начнем разбираться с API-интерфейсами, ты можешь заметить, что для многих API-интерфейсов потребуется, чтобы у тебя был ключ API. И часто это происходит по таким причинам, чтобы убедиться, что мы можем эффективно аутентифицировать пользователей, а также чтобы убедиться, что мы можем ограничить пользователей, чтобы они не делали слишком много запросов к серверу или к базе данных в любой конкретный момент времени. Но в таком случае это подводит нас к другим потенциальным уязвимостям, в частности к уязвимостям, связанным с JavaScript. Опять же, JavaScript — это язык программирования, который мы используем для написания кода, который запускается внутри нашего веб-браузера, такого как Chrome, Safari или что-то в этом роде. И в результате JavaScript обладает большими возможностями для манипулирования вещами на странице. Он может имитировать нажатие кнопок. Это может изменить содержание того, что находится на любой конкретной странице. И в результате возникает очень много уязвимостей, которые возникают, когда речь заходит о JavaScript.
И одной из таких уязвимостей является понятие межсайтового скриптинга, в общем случае, когда вы работаете в своем веб-приложении. Вы хотите, чтобы JavaScript запускался только в том случае, если вы сами его написали. Межсайтовые скрипты — это потенциальная угроза, когда кто-то другой может заставить код JavaScript работать на вашем веб-сайте. Когда это код JavaScript, написанный кем-то другим вместо вас самостоятельно. И в этом заключается потенциальная уязвимость, потому что, если кто-то другой сможет написать код JavaScript, он сможет манипулировать содержимым того, что находится на вашем веб-сайте. Они потенциально могут манипулировать пользовательским интерфейсом, чтобы получить результат, который на самом деле нежелателен. Так что давайте продолжим и рассмотрим один из примеров межсайтового скриптинга. Хорошо, итак, я заранее подготовил веб-приложение, оно называется Security, внутри которого находится единственное приложение Django под названием XX для межсайтового скриптинга. А теперь давайте сначала взглянем на URL-адреса внутри этого приложения. Итак, существует один единственный URL-адрес, который просто позволяет нам указать любой путь. А затем будет загружено индексное представление. А в индексном представлении мы будем отображать информацию в HTTP-ответе. Там говорится, что вот тот путь, который только что был запрошен. Так что вы можете себе представить, что это упрощенная версия того, что вы можете видеть на других веб-сайтах, например, где веб-сайты могут показывать вам на любой конкретной странице. По какому пути вы находитесь, чтобы попасть на эту страницу, некоторые указания на то, где вы находитесь внутри этого веб-приложения. Так что я бы пошел дальше, посмотрел систему безопасности и запустил сервер Python Manage. Запустите сервер. Так что теперь я сам запускаю этот сервер. А теперь я зайду в свое веб-приложение, например, «Привет». И вот то, что я вижу здесь, это запрошенный путь «Привет», именно такого я и ожидал. Я могу изменить его на что-нибудь другое, например, «Привет». Итак, вот запрошенный путь «Привет». Вот, к примеру, «Привет 2». На какую бы страницу я ни заходил, она выдает мне страницу с надписью «Запрошенный путь», а затем любой путь, который я случайно посетил. Но посмотрите, что произойдет, если вместо этого я попытаюсь перейти по этому URL-адресу. Я собираюсь зайти на страницу URL script alert «Привет», а затем завершить работу скрипта. Так что я запускаю его. И вдруг на моей странице появляется предупреждение с надписью «Привет». И я нажимаю кнопку «Ок». И там написано «Все в порядке, запрошенный путь». Это предупреждение было предупреждением на языке JavaScript. Это был код JavaScript, запущенный в моем веб-приложении. Но это был не тот код, который был кодом JavaScript внутри моего веб-приложения. Это был кто-то другой, кто написал на основе URL-адреса для запуска конкретного JavaScript на моей конкретной странице. И вот кто-то связался с моим веб-приложением и передал этот текст скрипта как часть URL-адреса. Тот, кто нажал на эту ссылку, мог попасть в мое веб-приложение, но в конечном итоге запустил JavaScript, созданный кем-то другим. А это в конечном счете потенциально опасно. Это оставляет открытой возможность того, что кто-то другой может запустить код JavaScript на моей странице. И это может быть не просто что-то вроде скрипта. Вы можете представить себе, что кто-то не просто выводит предупреждения, но и изменяет что-то внутри DOM, изменяет содержимое веб-страницы, делает запросы API, выполняет другие типы задач. Это можно сделать с помощью JavaScript внутри веб-браузера, что в конечном счете оставит мою страницу открытой для потенциальных уязвимостей в системе безопасности. И вот в этих случаях при разработке этих страниц важно помнить о том, что если когда-нибудь возникнет вероятность того, что кто-то каким-то образом сможет внедрить свой собственный JavaScript на вашу страницу, вам захочется либо обнаружить это, либо каким-то образом избежать этого. Или примите другие меры предосторожности, чтобы убедиться в том, что такого рода межсайтовые скрипты будут невозможны. Вы можете себе представить, что в приложении для обмена сообщениями, например, если вы обмениваетесь сообщениями туда и обратно, вы не хотите, чтобы это было так. Что если вы отправите кому-то другому какой-то код JavaScript, который, когда он его получит, этот код на самом деле в конечном итоге выполняется в виде некоторого JavaScript, который запускается на этой конкретной странице. Вы должны быть уверены, что эта информация будет экранирована таким образом, чтобы они просто видели текст кода JavaScript, но на самом деле код не выполнялся. И эта угроза аналогична угрозе SQL-инъекции. Все это сводится к идее нежелания позволять кому-то другому вводить свой собственный код в вашу программу. Вы же не хотите, чтобы кто-то другой мог вводить SQL-код в запросы, которые вы выполняете в своей базе данных. И еще вы не хотите, чтобы кто-то мог вводить код JavaScript на вашу веб-страницу, потому что это также оставляет открытыми потенциальные уязвимости в системе безопасности. Один из типов уязвимостей в системе безопасности, от которых Django довольно хорошо защищает, это тот, который мы видели раньше. Но мы рассмотрим более подробно, как он может работать. И это идея подделки межсайтовых запросов, когда вы подделываете запрос на веб-сайт,
когда вы на самом деле не собирались делать запрос на этот веб-сайт. Так что вы можете себе представить, что если бы у вашего банка, например, был URL-адрес, который позволял бы вам переводить деньги от одного человека другому человеку. Мы немного обсуждали эту идею, но представьте себе теперь, как бы вы могли это реализовать, если бы это действительно был просто URL-адрес. Вы могли бы перейти на страницу Transfer и сказать в качестве параметров получения, кому я перевожу деньги, а какова сумма, которую я перевожу. Тогда кто-нибудь другой на каком-нибудь другом веб-сайте мог бы просто разместить в теле своей страницы ссылку, где говорится «нажмите здесь», и она ссылается на washbank.com, или в каком бы банке вы ни находились, перечислите мне деньги на эту сумму. И если какой-нибудь пользователь по незнанию просто нажмет на эту ссылку, не зная, куда она его приведет, этот веб-сайт может поделать запрос в банк. Создать впечатление, что пользователь обратился в банк. Я попытался инициировать какой-то перевод и в конечном счете попытался перевести деньги. И это даже не обязательно должно быть связано с какой-то ссылкой. А как еще можно заставить какой-то новый запрос появиться внутри веб-браузера? Ты мог бы представить себе, хотя это может показаться немного странным, поместить это изображение внутрь изображения. Источником изображения является именно этот URL-адрес страницы банковского перевода. Так вот, на самом деле в этом нет никакого смысла. Страница перевода — это не изображение. Но это не имеет значения. Все, что нужно сделать тегу изображения, это попытаться сделать запрос по этому исходному URL-адресу, чтобы получить это изображение, а затем попытаться отобразить его в веб-браузере пользователя. Но самое главное — это первая часть, а именно тот факт, что этот источник в конечном итоге запрашивается веб-браузером. Пользователю не нужно нажимать на кнопку или что-либо делать, он может попытаться запросить у вашего bank.com/transfer этот конкретный запрос, который может инициировать какой-то банковский перевод, даже если пользователь этого не осознает. И именно по этой причине мы обычно предлагаем в любое время, когда вы создаете веб-сайт, который позволит манипулировать каким-либо состоянием. Это позволит произвести какие-то изменения, что-то вроде перевода денег. Ты же не хочешь, чтобы это был JIT-запрос, который можно было бы просто загрузить в виде изображения или загрузить, нажав на ссылку, которая приведет вас на другую страницу. Ты же не хочешь, чтобы это произошло, потому что тогда кому-то другому будет очень легко поделать запрос на твою страницу. Просто создав изображение или каким-то образом перейдя по ссылке на веб-сайт, переводя средства от одного пользователя к другому. Таким образом, решение этой проблемы, и мы уже говорили об этом, заключается в том, что, как правило, мы хотим, чтобы запросы пост могли манипулировать чем-то внутри базы данных. Только для того, чтобы иметь возможность фактически инициировать передачу данных от одного пользователя другому пользователю. Но даже в этом случае это не совсем безопасно. Тебя все равно могут обманом заставить отправить запрос на отправку почты. Представьте себе враждебный веб-сайт, на котором есть такая форма действия которой было вашим bank.com/transfer и чьим методом был пост. А теперь вот здесь два поля ввода, тип которых скрыт, что означает, что на самом деле вы не сможете увидеть эти поля ввода, когда пользователь просматривает страницу. Они узнают об этом только в том случае, если ознакомятся с исходным кодом этой конкретной HTML-страницы. Здесь есть скрытый ввод имени пользователя, то есть человека, которому я хотел бы перевести деньги. Вот сумма, стоимость которой я хотел бы перевести. И все, что увидит пользователь, это кнопка с надписью «Нажмите здесь». Он не увидит ни одного из полей ввода, потому что они скрыты. Но если он все-таки нажмет на кнопку «Нажмите здесь», то внезапно ему придется отправить запрос на отправку почты в банк и инициировать какой-то перевод, хотя он и не собирался этого делать. А теперь, может быть, вам покажется, что в этом нет ничего особенного, потому что пользователю все равно нужно нажать на кнопку. И к тому же пользователю не следует нажимать на кнопку, если он не знает, что эта кнопка будет делать. Ну, во-первых, вероятно, разумно предположить, что злоумышленник может встроить эту кнопку внутрь страницы, где нажатие на кнопку выглядит абсолютно безопасным. Но более того, пользователю даже не нужно нажимать на нее для того, чтобы отправить форму. Мы можем просто добавить немного JavaScript кода. Вы можете себе представить, что злоумышленник мог бы сделать что-то подобное. Добавьте в текст неизвестный атрибут, который гласит: когда основная часть страницы будет загружена, перейдите в раздел Document. Форм имеется в виду все формы для этой веб-страницы. Возьмите первую из них и отправьте ее. Подайте заявку на участие в конкурсе. И вот к чему это приведет, даже если пользователь ничего не предпримет, даже если пользователь не нажмет на кнопку «Нажмите здесь». Как только эта страница будет загружена, эта форма будет отправлена. Я отправляю почтовый запрос в банк и пытаюсь перевести денежные средства от одного пользователя другому пользователю. Таким образом, это то, что мы могли бы назвать подделкой межсайтового запроса, когда какой-то враждебный веб-сайт поделал запрос на наш веб-сайт. И в идеале нам бы не хотелось, чтобы это могло произойти. Так как же нам защититься от этого? Ну что же, то, что позволяет нам делать Django, и очень распространенный подход заключается в добавлении токена CORF, токена подделки межсайтовых запросов, который будет восстанавливаться для каждого сеанса таким образом, что только при наличии этого токена передача сможет пройти. Таким образом, на нашем веб-сайте мы можем включить токен CORF в эту HTML-форму и как следствие убедиться, что мы сможем переводить деньги только при наличии токена CORF.
Но если какой-нибудь другой веб-сайт попытается поделать запрос, он не будет знать, каким должен быть токен CORF, потому что он меняется при каждом сеансе. И поэтому они не смогут фактически поделать запрос от одного пользователя к другому. Таким образом, во всех различных инструментах и технологиях, которые мы использовали, Python, HTTP, Django, HTML с точки зрения создания этих веб-приложений с использованием JavaScript, а также API, с которыми мы могли бы взаимодействовать. Везде присутствуют соображения безопасности. Мы затронули здесь лишь некоторые из них. Но это просто показывает, как важно быть внимательным, когда вы думаете о практике веб-программирования, думая о том, что вы собираетесь добавить в свои веб-приложения, и какие функции поддерживает ваше веб-приложение. Стоит также подумать о том, какие существуют потенциальные уязвимости. Как кто-то может использовать ваше веб-приложение для того, чтобы сделать с ним что-то такое, чего ему, вероятно, делать не следует. И по мере того, как вы переносите свои веб-приложения из приложений, которые просто запущены на вашем собственном локальном компьютере, в приложения, которые запущены на каком-то веб-сервере, который многие люди начинают использовать, вот такие вопросы нужно начинать задавать. Как ты можешь быть уверен в том, что твое веб-приложение масштабируемо? Как ты можешь быть уверен в том, что твое веб-приложение безопасно? Итак, теперь, когда мы изучили этот вопрос, множество аспектов веб-программирования, что же будет дальше? В ходе этого курса мы изучили целый ряд различных инструментов, технологий и языков. Но существует также множество других веб-фреймворков и способов создания веб-приложений. Большую часть нашего времени мы потратили на изучение веб-фреймворка Django, написанного на языке Python. Но вы можете использовать и другие языки программирования для создания веб-приложений. Express. JIS, например, это очень популярный фреймворк JavaScript для создания веб-приложений. Ruby on Rails – это популярный серверный веб-фреймворк, созданный с использованием Ruby, а также множество других подобных фреймворков. Существуют также клиентские фреймворки, используемые в основном с помощью JavaScript для создания пользовательских интерфейсов. Мы уже видели, как немного реагируют как на динамические, так и на интерактивные пользовательские интерфейсы. Другие популярные клиентские фреймворки включают AngularJS и Vue.js, а также в ряде других стран. А затем, как только вы создадите эти веб-приложения с использованием любого из этих серверных и клиентских фреймворков, вы можете представить себе, что захотите взять эти приложения и развернуть их в интернете. И для этого у нас также есть целый ряд способов, целый ряд различных сервисов, включая Amazon Web Services, AWS, Google Cloud и Microsoft Azure, которые можно использовать для развертывания этих веб-приложений. Roca — это сервис, который использует AWS и пытается упростить процесс развертывания ваших веб-приложений. И если ваше веб-приложение действительно просто статично, это просто HTML, C и JavaScript, ну тогда вы можете использовать что-то вроде страниц GitHub, чтобы иметь возможность бесплатно размещать веб-приложения на собственных серверах GitHub. А также существует множество других способов развертывания веб-приложений, различных сервисов, которые вы можете использовать для того, чтобы использовать веб-приложения, которые вы создаете, или веб-приложения, которые вы можете создать в будущем, и сделать их доступными в интернете для других пользователей. Итак, оглядываясь назад на различные темы веб-программирования, которые мы изучили, мы видим множество инструментов и технологий, которые мы можем использовать для создания интересных веб-приложений. Мы начали с того, что более внимательно изучили HTML и C, углубились в то, как мы можем использовать их для описания структуры нашей страницы. А затем воспользовались преимуществами таких инструментов, как CSS, которые позволяют нам создавать C, позволяющий добиться гораздо большего. У нас очень сложный стиль оформления нашего веб-сайта, который было бы гораздо сложнее сделать с помощью одного только C. Когда мы начали создавать более крупные веб-приложения, мы взглянули на JIT, инструменты контроля версий, которые мы можем использовать, чтобы убедиться, что мы отслеживаем версии и изменения, которые мы. Внесите изменения в наш код, позволяющие нескольким людям одновременно сотрудничать над одним проектом. Затем мы взглянули на Python, рассмотрев различные функции, предлагаемые этим языком, функции, условия и циклы, как мы видели во многих других языках программирования. Но также и объектно-ориентированное программирование, способность представлять объекты, методы и функции, которые работают с этими конкретными объектами, которые оказываются особенно мощными в контексте работы с данными внутри наших веб-приложений. Django был примером веб-фреймворка, написанного на языке Python, который мы использовали для того, чтобы очень быстро запустить веб-приложение, способное прослушивать запросы и получать ответы. В Django встроено огромное количество встроенных функций, которые действительно облегчают начало работы над созданием веб-приложения. И в частности, это облегчает написание веб-приложений, работающих с данными. Таким образом, Django позволяет нам создавать модели, взаимодействующие с SQL, без необходимости написания какого-либо SQL-кода. Django может сгенерировать для нас SQL-код, просто используя эти модели иммиграции, которые позволяют нам постоянно вносить изменения в нашу базу данных. По мере того, как мы добавляем новые таблицы, добавляем и изменяем существующие поля в этих таблицах, Django может позаботиться обо всем этом. После этого, как ты помнишь, мы обратили наше внимание на второй из основных языков программирования курса — JavaScript,
который имеет множество применений и очень-очень популярен. Но в первую очередь мы используем его на стороне клиента для создания интересных пользовательских интерфейсов. С помощью JavaScript можно манипулировать DOM, структурой страницы, изменять то, что видит пользователь, а также добавить обработку событий, так чтобы когда пользователь нажимает на кнопку, когда пользователь наводит курсор на что-то, когда пользователь каким-то образом взаимодействует со страницей, наш код мог реагировать на это. И вот мы увидели React, клиентский фреймворк, который использует JavaScript для того, чтобы позволить нам создавать действительно интересные интерактивные пользовательские интерфейсы с небольшим количеством кода вообще. И вот, наконец, в этих последних двух лекциях мы рассмотрели некоторые лучшие практики, как мы можем разрабатывать тесты, тестировать сервер, а также клиента, чтобы убедиться, что наш код работает должным образом. А также некоторые отраслевые практики, такие как непрерывная интеграция и непрерывная доставка, которые просто помогают убедиться, что по мере внесения изменений в наш код мы можем быстро и эффективно развертывать и доставлять их, а также вносить постепенные изменения в нашу кодовую базу, а не ждать дальше отпусти циклы. И вот, наконец, сегодня мы поговорили о проблемах масштабируемости и безопасности, которые особенно важны по мере того, как мы начинаем создавать наши приложения и переносить их в интернет. Мы хотим убедиться в том, что эти приложения масштабируемы, что они способны работать с несколькими разными пользователями, а также в том, что они безопасны, что мы не подвергаем себя потенциальным уязвимостям, как кто-то другой, кто может внедрить код SQL или JavaScript на наши страницы, а также кто может попытаться получить доступ к каким-то данным, доступ к которым им не положен. Мы хотим быть уверены, что при разработке этих веб-приложений мы сможем сделать это масштабируемым и в конечном счете безопасным способом. Так что надеюсь, тебе понравилось это знакомство с миром веб-программирования с помощью Python и JavaScript. Желаю удачи с веб-программами, которые вы сами могли бы создать с помощью инструментов, которые мы видели здесь сегодня, а также других инструментов, вдохновленных нашим использованием аналогичных инструментов, методов и идей, о которых мы в конечном итоге говорили здесь. Я хочу выразить большое спасибо преподавательскому составу курса и съемочной группе за то, что они сделали возможным проведение всего этого занятия. Я с нетерпением жду возможности увидеть веб-приложения, которые ты мог бы создать в дальнейшем. Это было веб-программирование на Python и JavaScript.